Друзья, всем привет из солнечного Крыма. Мы едем на уикенд в Ялту. Ну, решили себе такой отдых сделать. Это мой первый выезд за лето. Мы ездили в Банановую республику, а вот так вот, чтобы прям на несколько дней после сезона первый раз. Поэтому прям счастье у меня, я не знаю, прям сегодня, наверное, самый лучший день. Мало того, что погода потрясающая в этом году стоит в Крыму. На завтра передают в Ялте 27 градусов. Сегодня 24 днем, завтра 27. В общем, красота, красота. Решили не тратить время, поехать. И вот сейчас сижу и думаю, значит, почему я опять еду в то же место, где я уже была. Ведь Крым такой большой, столько там разных санаториев, не знаю, пансионатов, отелей. Ну просто, да, открываешь там сайты, и оно все прыгает тебе на голову, это реклама. И вот все равно, вот что такое сервис? Вот если я один раз побыла, и мне все понравилось, я хочу вернуться в это место. Вот представляете, я не знаю почему так, хотя я раньше всегда говорила, я не могла понять людей. Вот я работаю на пляже, и люди, значит, мы 6-й раз приезжаем в Черноморск, мы 7-й раз приезжаем в Черноморск. Я думаю, боже мой, Крым такой большой, чего они едут в Черноморск 5-й, 6-й, 7-й раз? Ну неужели людям не хочется еще что-то попробовать? И сегодня я вот еду и думаю, вот Саше говорю, Саша, кстати, поздоровайся со зрителями. Всем привет. А то он едет молча, не мешает, видите? Тут движение школы. Да, он рулит, на дорогу смотрит, а я болтаю, каждый делает свою работу. И вот я только что Саше говорю, Саша, мы опять едем там, где мы были. И каждый раз, когда мы, например, что-то посещаем, потом приезжаем домой, смотрим, что рядом находится, куда еще можно съездить. И вы представляете, вот еще раз хочу сказать, есть места, куда хочется возвращаться. Хочется возвращаться. Это говорит о том, что тебе было там так хорошо, что ты хочешь вернуться. Вот почему люди в Черноморск возвращаются, да? А вот новое место можно в отдыхе испортить, ты же не знаешь? Ну вот про место, да? Почему мы опять же едем в отель, где мы были, да? Во-первых, безумно нам понравилось, я хочу просто еще раз туда. Вот мы уехали, мне не хватило. Повторить. Мне не хватило, хочу повторить. Знаете, как тост? Повторить. Когда человеку уже хорошо, еще лучше становится. Так и мы. Что-то я решила повторить, не знаю. Просто не хочу портить себе отдых. Я знаю, что туда, куда мы едем, это будет незабываемый, опять же, отдых, шикарнейший. Там все классно. Там ты просто заходишь, и ты просто счастлив. И еще мне в прошлый раз многие писали, значит, ой, как бы по цене можно и дешевле отдохнуть. Конечно, можно отдохнуть дешевле, друзья мои. Но мы просто уже смотрим с того ракурса, как бы нашей семьи. Мы живем вдвоем. Детей маленьких у нас нет. Как бы сын взрослый, уже сам зарабатывает. Ну а когда жить? Когда на себя деньги тратить? Когда? Я вот все время вспоминаю еще, когда-то смотрела историю Макдональдса. Есть такой человек, я не помню, как его зовут, в общем, создатель Макдональдса. Про него фильм есть, как он вообще, непорядочно, конечно, в какой-то степени он поступил. Отжал он так хорошо этот Макдональдс у двух братьев. Но, тем не менее, да, он создал такую империю. Все-таки, если бы не он, Макдональдс не был бы такой популярный. Заработал он $2 миллиарда. 2 миллиарда. И в 58 лет, по-моему, в таком расцвете сил, он умер от рака и оставил все своей жене. Через 2 года она умерла от рака и оставили все эти деньги, $2 миллиарда, которые он зарабатывал, и нелегким путем, кстати. И жена, когда тоже умерла, эти деньги все достались, есть такой фонд мира, по-моему, Корпус мира называется, Корпус мира, там, где работают люди, вот им достаются вот эти вот деньги миллиардеров, которые что-то создавали, и когда никому наследство не остается, эти деньги поступают в Корпус мира. Там работают ребята, которые закончили Гарвард, молодые, которые вообще, понимаете, вот, и распоряжаются, значит, туда эти деньги. Так вот, все, что я зарабатываю, я хочу потратить на себя. Я считаю, что это самое правильное решение в жизни, да, Санек? Заработал, потратил на себя, заработал, потратил на себя. А на меня? И на тебя, на нас, я имею в виду. Я считаю, что мы уже на таком этапе своей жизни находимся, когда тебе еще хочется, понимаете, потому что, поверьте, не всегда хочется. Иногда люди уже переходят какую-то границу, им уже не хочется ничего. Вот, и пока тебе хочется этот мир видеть, получать удовольствия какие-то, вкусно кушать, посещать классные рестораны, классные места, нужно работать и тратить эти деньги, понимаете? Потому что, я еще говорю, вот у меня тоже в семье бабушка моя, она всю жизнь копила. В одном платье проходила, на сберкнижку Саша откладывала. У нее сгорело столько денег, что когда деньги сгорели,
то они сели и говорят, да мы могли просто всем своим детям купить по квартире, по машине, ну, я не знаю, путешествовать всю жизнь. Но бабушка копила, понимаете, таких вот много это. было Да, людей. да. И я сказала, нет, я хочу в своей жизни так ее прожить, понимаете, чтобы все, что я зарабатываю, тратить на себя. В общем, вот так вот. Поэтому мы решили покайфовать. Вот, и я вас призываю к тому же, знаете, вот жизнь, мне кажется, вот жизнь, она и состоит из эмоций, даже не из вещей, потому что когда ты вещь покупаешь, вот, про одежду тоже, ну, купил ты какую-то дорогую сумку, сейчас вот эти все покупают сумки, там, Биркин, Миркин, да, они там стоят по, там, я как посмотрела сумки, почем, вот эти вот модные, да, Луи Виттоны, ну, Луи Виттон это уже считается дешевая, ну, вот Биркин сумка, извините, 30 тысяч евро стоит. Кошмар. Да, это вообще кошмар. Слушайте, ну это вообще сумка. Вы сами хоть достали. Нет, я понимаю, что для людей это статусность, да, ты показываешь, там, часы дорогие, сумка, но это же просто вещи, Вещи еще ни единого человека не сделали счастливыми, никого. Счастливыми делают только эмоции, понимаете? Даже вот, я говорю, сказка «Проданный смех». Проданный смех, смотрели сказку? Человек, у которого были деньги, он просто хотел вот это вот, он энергию этого ребенка, счастье, эмоцию. Вот что такое настоящее богатство. Поэтому, друзья мои, поехали. Будем с вами получать удовольствие, кайфовать, кушать вкусную еду, смотреть, находиться в красивых местах, с красивым видом. Вообще, честно говоря, Ялта это один из моих любимых городов Крыма, хотя я не была в Алуште ни разу. В Алуште не была. В этом году я исправлю, обязательно побываю в Алуште. Это вот город, где я не была ни разу. Надо же, он сразу первый после Симферополя, и мы всегда его проезжаем почему-то. Не знаю почему. И вот хочу сказать, что Ялта один из моих любимых городов. Моя мечта вообще в жизни была такая. Мы хотели жить Черноморск, Ялта. Летом я обязательно выбираю Черноморское, потому что в Ялте очень жарко, и там субтропики, мне влажный климат не подходит. А Черноморск мне летом очень подходит. Там же получается чистейшее море, вот степи, воздух такой свежий, классный. Ну, как бы дышится там, конечно, по-другому. Там нет вот этой влажности. У нас одежда сохнет. Понимаете, можно вывесить одежду, она высохнет. В Ялте она не высохнет, потому что там очень сильная влажность, субтропики. Вот. Но зимой, конечно, в Ялте это просто сказка. Это сказка. И вот мы хотели так сделать, чтобы летом жить в Черноморске, а зиму проводить в Ялте. Но потом как-то все так... Ну, как-то так сложилась жизнь, что мы решили все-таки участок купить. Ну, так подвернулось нам, да, решили дом строить уже в Черноморске. Но все-таки я хочу на месяц или на 2, ну, когда будет получаться, все-таки зимой в Ялту ездить. Потому что в Ялте шикарно проводить зиму. Вот даже в этом году я была в Ялте зимой, а в Черноморске был снег, в Ялте не было. Вот так вот. Все-таки зима, Ялта, зима, вернее, как сказать, зима в Ялте, это, конечно, классно. Горы защищают. Да, а летом тяжко. Ну, не знаю, вот все, кто в Ялте отдыхал летом, ну, кто может. Например, у меня Щитовидка, для меня очень жарко. И я вот уже в сентябре еду, и 27 градусов завтра, ну, посмотрим. Но все-таки Ялта это всегда для меня какой-то такой маленький праздничек. Люблю, обожаю, особенно сейчас, когда начнем въезжать. Там вот эти вот горы, они сейчас немножко уже желтые, красивые такие. Вот буквально сейчас еще неделя, 2, наверное, да? И вот эта желтизна, она вся как бы... К моему дню рождения, к ноябрю уже нет желтизны, уже все. А сейчас вот... Ну сейчас даже, наверное, еще нет такой же, вот только-только начинается. Скоро день рождения, чуть-чуть, да? Ну, у меня, да, похоже. Еще не день рождения. Еще подготовка к дню рождения идет. Так что, друзья мои, вот так вот я считаю, что все-таки на себе экономить никогда нельзя, не надо. Потому что вроде бы кажется, да, можно там и сэкономить что-то. Ну а на ком экономить? На себе любимом. Ради чего тогда жить? Нет. Но тогда вообще получается это не любовь к себе. Не любовь, а себя надо любить и ценить. Знаете, есть такая самоценность, я вам еще говорю. Человек должен чувствовать самоценность. Некоторые путают это с самооценкой, с завышенной самооценкой. Самоценность это вообще не самооценка. Самоценность это когда ты себя любишь. Это когда ты любишь мыть свое тело, любишь ухаживать за ним. Вот как я тоже стою, работаю, торгую кремами. И вот я вижу, как женщины, у кого есть самоценность, это у кого нет. Понимаете, крем стоит 200 рублей, например, и 600 рублей. Ну, что за 200 ты купишь рублей крем, что за 600? Ну, я не знаю, это такая разница в деньгах, но ты не разбогатеешь, да? 400 рублей это вообще не деньги. И вот некоторым даже жалко 600 рублей на себя.
на крем для лица. Какой самоценности Может, может доходы идти не речь? позволяют. что-то. Позволяют, я не верю. Уж Позволяют. крем для лица я уже рассчитывала, если ты пользуешься им даже полгода, разделите на количество дней. Сколько там получается? 3 рубля в день, но если человеку Да. жалко на себя 3 рубля в день, ну, самоценности тут, конечно, нет. И люди вот некоторые жалуются, что вот у всех все везет, а мне не везет, всех любят, меня не любят. Так кто вас будет любить, если вы сами себя не любите? Сначала надо себя полюбить и ценить, понимаете? Сначала нужно сделать в первую очередь для себя. И когда ты удовлетворен своей жизнью, ты себя любишь, тебя начинают и другие люди как-то уважать, любить. И ты не можешь любить других людей. Вот еще что самое главное. Если человек не любит себя, если у него нет самоценности, Саша, как может человек любить другого человека? А я при чем? Я тебя просто люблю. на тебя смотрю, да, ну, ты рядом со мной. Я просто вот говорю, что некоторые это путают немножко. Я считаю, что сначала нужно научиться себя ценить, любить, и тогда ты научишься точно так же, почему даже вот есть же в заповедях, как говорится, полюби ближнего своего, как самого себя. Так вот, давайте научимся сначала любить себя, а потом уже ближнего своего. Потому что невозможно даже научиться любить, если себя не любишь. Как ты можешь кого-то полюбить? Конечно, никак. Ты уже целую лекцию жарил. Да, лекцию я люблю. У меня мысль как идет, так я это пока еду, поболтаю со своими девчонками. Поэтому смотрите в следующем ролике. Приедем сейчас, и я вам буду показывать, обзорчик покажу. Номерочка. Мы в тот же отель, мы там уже были в этом А уж отеле. точно знаешь, что мы не едем? Боимся разочароваться. Тут мы уже едем точно, понимаешь? Да, вот что я же хотела, мысль с чего начала. Почему мы не поехали, значит, и у нас? Потому что только уикенд на данный момент. И я хочу его прям провести вот просто в кайф, понимаете? Думаю, ну сейчас куда-то поедем, новое место. Ну как-то мало ли что, не было времени у меня ни отзывов почитать. Как-то вот не было, честно. И я решила так, хочу выходные эти провести, но просто с кайфом. И именно в том месте, где мы уже были. И я уверена, что в это место, куда мы едем, сколько раз не приедь, в этот отель, это просто потрясающе. Ну не знаю, уходить, мы уже 2 раза, да, там были? 2 раза. Не, в отеле мы были 1 раз в ихнем, а в ресторане 2. Да. И еще хочется и хочется. Я уверена, что это не последний раз. Вот, не последний. Хорошо, быстро привыкаешь, да? Да, к хорошему быстро привыкаешь, и уже ты не хочешь планку, понимаете, снижать. Все, как быстро мы привыкаем. Ага. Когда там все такое изысканное, красивые официанты, вкусная еда. И опять же, самоценность. Ты приходишь, и такое ощущение, что, там, я не знаю, тебя тут так ждут, так встречают, индивидуально все для тебя. Самая красивая посуда, к тебе такое внимание. Это очень приятно, честно, это очень приятно. И надо учиться это воспринимать в норме, понимаете? Некоторые люди даже боятся это принять, как-то им неудобно, они стесняются. Так вот, учитесь, чтобы вы заходили в лучшие места, проживали в лучших отелях, спали на самых лучших кроватях, понимаете? Чтобы вы были самым лучшим долгожданным гостем в этом отеле. Вот это я тогда понимаю, это отдых. Помнишь, одни проходили, а мы думали, там дорого. Понимаешь, люди боятся. Да, мы тоже в прошлый раз показали вот отель и ресторан. Ребята посмотрели цены, наши знакомые, поехали и говорят, Маша, спасибо, что ты показала, мы думали, что там какие-то космические цены, а там, получается, цены точно такие же, как в других ресторанах. И ты получаешь уровень сервиса на 10 ступеней выше, понимаете, за те же деньги. Потому что ценник это не всегда качество. Честно, я когда первый раз туда попала, я вообще обалдела. А мне что, дегустация опять будет? И, да, тебе дегустация опять. Это Сашка виски Слушай, едет пить. это- Сашка едет пить виски. Я шампанское. Мне нравится у них завтрак. На завтрак приходишь, заказываешь завтрак и безлимит шампанского. Вот это кайф, если не за рулем. С утречка пришел. Так ты поэтому туда и едешь. Да. Те игристые наливают с утра, классно. Не, у них концепция, конечно, потрясающая. Молодцы. Потрясающая. 3 месяца, 4 месяца назад мы были там. И я решила, понимаете, вот только я отработала, у меня первый уикенд после такой работы. Спасибо, кстати, всем, кто приехал в Черноморск, кто ко мне подходил, кто на что-то покупал, тоже огромное спасибо вам. Молодцы. За поддержку Крымчан, нас, да? крымчан, да, нас лично. Спасибо, ребятки, я очень благодарна каждому, спасибо. Я очень вас ценю. Спасибо, что вы у меня есть, конечно, и для вас я вот снимаю, с вами хочу делиться, как-то развлекать вас, придете вечерком с работы и посмотрите какой-то позитивный ролик, да? Всегда хорошо получать позитивные эмоции какие-то, буду стараться. Вот, Крым цветет и пахнет.
пахнет. В Крыму, конечно, красота неимоверная. Боже, в этом году было лето. Ребята, я вам передать не могу, какое было лето обалденно. Так, тихо, не падает. Какая-то дорога чуть не очень. Лето было жаркое, 2 месяца. Жара была страшная, под 40 градусов. Работать было невозможно. Отдыхающие в восторге. Море теплющее. Вообще дождей не было. Такая погода была. Боже, на Беляусе сказка. И у нас на пляже было классно. Ну, вот кто любит Беляус. Беляус был забит. Там столько людей. Дорогу на Беляус новую сделали из Черноморского. Приедем, покажем вам, да, съездим. Погодка еще стоит. Вот Наташа сегодня на Беляус поехала с мужем отдыхать. Вот, а мы в Ялту рванули. Пока погодка стоит классная, я говорю, срочно тоже отдыхать. А многие наши ребята любят отдыхать. На Беляусе? Да. Ну, я же говорю, да, на Беляус новая дорога. Приедем, покажем вам, съездим обязательно. Я думаю, что осень еще будет потрясающая. Бархатный сезон был классный. И все люди, кто поехали в Крым в этом году, кто не побоялся, я думаю, отдохнули во. Я не знаю насчет Краснодарского края, но там был аншлаг такой. Я считаю, что это, конечно, тяжело так отдыхать. Но я не люблю вообще толкучку людей, вот это все. Когда вот эта вот энергетика людей, она перемешивается, кто-то нервный, кто-то уставший, начинает, понимаете, вот это вот все, оно в воздухе. Когда ты не можешь поплавать, как бы на квадратный метр 5 человек, что это за отдых? Так может до драки дойти. Да, а у нас в Черноморске хорошо, у нас классно было вообще, люди отдохнули, довольные, счастливые. Так что, ну я просто про Краснодарский край знаю не понаслышке. Малой все лето провел в Геленджике, говорит, мам, там аут просто полный был. В столовку очередь была, на пляже, это, ну, для него это не отдых. Он там работал, но просто по выходным приходил на море. И я не люблю такое. Тоже, говорит, это вообще ужас, вода грязная, ротавирус, говорит, палаты полные. Кошмар. У людей ротавирус, эпидемия как пошла, но оно же, получается, море прогрелось, тепло, инфекций много. Поэтому, не знаю, и в Сочи потом он был, тоже, говорит, в Сочи тоже забито отдыхающими наглухо, цены на жилье космос. В общем, все, кто поехал в Черноморск, друзья мои, вы молодцы, не пожалели. Эти ж люди не побоялись. И многие приезжали с семьями, с маленькими детками, по новым, по освобожденным территориям ехали. Я говорю, как вы вообще не боитесь? Да, мы не боимся, от судьбы не уйдешь. Там хорошая новая дорога тоже. Да, что нам бояться в России, так сейчас такая жизнь... В какой точке мира сейчас спокойно, я не знаю. Сейчас посмотришь, вот там наводнение, где наводнение вот было страшное, мы посмотрели. В Ливии. В Ливии, какое наводнение страшное, сколько жертв, вообще ужас, столько людей погибло. Полгорода смыло. Поэтому, а помните, как есть даже фильм про Таиланд, как называется, «Невозможное», по-моему, называется. Там цунами. Невозможное фильм называется. Цунами когда был, это вообще кошмар. Как семья приехала отдыхать, и вот это цунами их как раскидало, как они там искали друг друга, это ужас. Какая хорошая, Маша. Ну вообще говорю, что ну невозможно подстраховаться до такой степени. Сколько ты не страхуйся, ну не знаю. Поэтому... Мы тут живем, вон, кайфуем, мы живем, кайфуем, акул нет, по крайней мере. Понимаете? Цунами тоже нет. Да, цунами тоже нету, все нормально. Все хорошо. Крым цветет и пахнет. Не знаю, все строятся, Крым строится вообще, да? Отдыхающие приезжают, все подорожало, друзья, я вам передать не могу, как все подорожало. Рядом с нами участок продавали за 1 миллион 3 года назад. Уже 2 миллиона. А вы говорите, ой, в Крыму сейчас покупать, кто-то мне написал, в Крыму сейчас ни в коем случае нельзя ничего покупать, это такой риск. Так вот я вам хочу сказать, умные люди уже давно все купили и покупают. И вот позавчера я уже последние дни отрабатывала. Женщина с мужчиной приехали. Они говорят, мы так хотим купить в Черноморске землю, так хотим купить. Там с одним встретились. Она говорит, мы присмотрели, звоним одному, уже не продают, люди передумали, там уже не продается, там уже продано. Она говорит, мы приехали, уже думаем хоть что-то купить. Потому что, не знаю, некоторые, видишь, как сидят. Но это опять же, как бы... У каждого свое мировоззрение, каждый по-своему думает. Кто-то делает вот в такие кризисы деньги, зарабатывает, а кто-то наоборот говорит, ну кризис, сейчас надо подождать, сейчас там то-то-то, сейчас то-то-то. Но это всегда так было. И в 90-х, и всегда так было. Кому-то бизнес всегда поздно начинать, уже все разобрано, уже все лучшие места заняты, ты уже никуда не втулишься, там-то все, надо было раньше, то это еще тогда. Ну так и сейчас, понимаете. Так и сейчас. Вот кто-то умный в Крыму покупает, и вы думаете, что-то будет дешеветь в Крыму? Я сомневаюсь. Я сомневаюсь, недвижимость еще никогда не дешевела, да, Саш?
Никогда. Машины в 2 раза подорожали, а как у вас квартиры подорожают или земля? Да нет, конечно. Нет. Как можно сравнить, например, машину, кусок железа? Или жилье, недвижимость? Недвижимость всегда в цене. Тем более в Крыму. Это вообще... Это прелесть. Это прелесть. В Крыму жить это сказка. Сейчас еще вам расскажу. У нас девочка знакомая ездила, у нее папа живет в Дубае. Вот она только приехала, она месяц там была. Зарема, да? Ага. Заремка. Она у нас работала когда-то. Папа у нее в Дубае работает. Я говорю, Зарема, а чем у тебя папа в Дубае живет? Чем занимается? Она говорит, у него своя бригада, он строит виллы. Живет, вот у них там есть такой район Марина. Ну, самый такой крутой, богатый район, да, где все русские богатые живут. Престижный. Он раньше жил в Марине, она говорит, а сейчас приехал, чуть рядышком живет. За квартиру платит $2000. Ну, правда, дом классный, там входит и парковка платная, и цветы, ну, вот как вот эти элитные дома, да, и спортзал там у него, но тем не менее, вот она говорит, я приехала она первый раз в Дубай поехала. Поехала, значит, она в Дубай, я ей говорю, ну, расскажи, ну как, ну что? Она крымчанка, родилась в Крыму. В Черноморске с Никитой моим училась в одном классе. Она говорит, вы знаете, я, конечно, съездила, все хорошо, тем более, когда у тебя там папа, когда ты едешь, тебя встречают, и жилье у тебя, все, гуляй не хочу, да, тебя спонсируют, ну, как бы ты месяц находишься, кайф, она говорит, но... Говорит, я привыкла, вот по Крыму идешь, везде зелень, деревья, дышится, в любую жару мы дышим. Она говорит, там 50 градусов жары днем, ты не можешь выйти, под кондиционером сидишь. Выходишь только вечером, там летом все работает в ночном режиме, больницы, все эти вот там банки, все работает ночью. Она говорит, для меня это тяжело, я иду, нету растительности, растительность только в очень богатых районах. Она говорит, а мы там проезжали, там и бедные районы. В общем, она говорит, я поняла. Еще она 2 раза попала в бурю, в песчаную. Саша, она говорит, с окна смотришь, вот как туман у нас бывает, там буря песчаная. Она говорит, это такой ужас. Я просто, ничего не видно, соседнего дома не видно, вот этот песок метет. Она говорит, очень хорошо там, где нас нет. Спасибо, что меня папа пригласил в Дубай, я там прекрасно отдохнула. Говорит, но я приехала, я ступила на эту землю крымскую и говорю, боже, спасибо, что я живу в раю. Ну, я не знаю, что лучше Крыма может быть. Ну, может, и есть на планете Земля какие-то шикарные места. Но вот, понимаете, в Крыму, получается, и зимой ты кайфуешь, и летом. Ну, как бы вот климат такой, что, не знаю, вот мне, например, подходит. Еще тоже знакомые приехали, жили на Шри-Ланке. Так они говорят, мы месяц прожили на Шри-Ланке без кондиционера. Ну, сняли жилье себе там недорогое. У них одежда сгнила. Вот там такая сырость, она не сохнет, там постоянно мокрая. Она говорит, у нас одежда вся плесенью. Мы приехали с пустым чемоданом. Вся одежда, да, покрылась плесенью. Точно так же на Бали. Там, если, например, вот вы дом, вот многие построили там дома, и есть заброшенные дома. Если 2-3 года там никто не живет, все, там грибок, там все разрушается от плесени. Опа. Поэтому... Полиция, скорая. Трассы загружены. Трассы еще, да, подзагружены хорошо. Особенно Симферополь, да, мы вообще в пробке простояли на подъем на развязку. Приезжают на отдых. Да, люди вообще. Кстати, на ЮБК в этом году люди были. У нас в Черноморске как-то маловато было людей, но тем не менее люди были. Были те, кто приезжает каждый год, те вообще приехали. Это вообще сразу такие. Мы говорим, вы приехали, не побоялись. Да, мы каждый год, все, мы сказали, едем. Просто говорят, у нас не было альтернативы. В Краснодарский край мы не хотим, мы в Крым. Поэтому все молодцы. Сезон был, состоялся, как сказать, да, все было хорошо. Кто хотел, отдохнул. Кто поехал, может быть, куда-то в другие места. Я вот прям смотрю, мои зрители мне пишут, мы отдыхали в Краснодарском крае, остались вообще недовольны, это небо и земля, потратили кучу бабла, в следующем году только в Черноморское, каждый день вспоминали свой любимый пляж, Черноморская, столовую Аккорд, где мы ели практически бесплатно. Спасибо, кстати, столовая Аккорд кормила меня все лето. Боже, как прелесть. Очень вкусно, да? Очень вкусно, вообще, ассортимент шикарный, цены просто смешные, ну смешные вообще, не знаю. Поэтому спасибо огромное. Все, друзья мои, в следующем ролике с вами встречаемся уже в отельчике, кушаем во вкусном ресторанчике, отдыхаем, сходим на набережную, погуляем, в общем, все. Все, люблю, целую вас.
Подписывайтесь, кто еще не с нами. Ну, кто хочет, конечно. Ставьте лайки обязательно. Я посмотрю, что вам нравится, значит, буду в следующем ролике еще лучше вам стараться снимать. Решила гульнуть, да, девушка? Да, решила гульнуть. Да, я вообще себя всегда, я вообще уже давно, наверное, лет 6 еще назад села и приняла такое решение, что чтобы хорошо работать, чтобы тебе хотелось работать, особенно когда ты устаешь, тебе нужно договориться самой с собой и сказать: Машенька, тебе потом такая награда будет, То есть, понимаете, балуйте себя. Если пообещали себе какой-то вот праздник жизни, какой-то вот, ну кто что любит, кто-то на лыжи любит поехать покататься, кто-то там может быть себе что-то купить, может машину обновить, новую купить, кто-то какой-то отдых, какой-то отель. В общем, себя нужно баловать. Это и есть самоценность. И я вам желаю, чтобы вы себя ценили и любили, мои зайчики. Все, пока.